Mars One был очень хорошим толчком для меня. Я опять вернулась все-таки в свое увлечение космонавтикой, потому что на несколько лет я как-то забросила, думаю, надо карьерой заниматься, но была не права. И что, кстати, многим советую все-таки следовать своей мечте или действительно вашему призванию. То, что вот с детства вы о чем мечтали, несмотря на все вот эти рамки или то, что диктует общество, забить на это все и все-таки продолжать заниматься этим. Это делает человека счастливым. Почему вы захотели уйти от карьерного пути и вернуться к призванию? Потому что чувствовала себя несчастной. И какой это был путь, кстати, вот, если более подробно изъяснить? Да, после того, как закончила журфак, я защитила диплом «Космическая журналистика». Потом решила, что вот эти детские все мечты, надо заниматься карьерой, пошла в пиар. И все это время я понимала, что вот я не самодостаточна, я не нашла себя и несчастна. Хотя вроде крупной компании какой-то. Да. Хотя со стороны все думали, что у меня отличная жизнь. Вот. И в один день, это как раз было год назад примерно, вот, наверное, пик такой, я просто сидела на улице и поняла, что меня ничего не интересует. Такая апатия тотальная. Это очень страшное чувство, сильнее, чем депрессия или там разбитое сердце или еще что-то. Вот вам честно говорю. И думаю, боже мой, что же делать? Буквально через пару дней по телевизору я слышу про Mars One. И они говорят, что любой может подать заявку. Конечно, мне с трудом верилось, потому что я знаю, как тяжело попасть в отряд космонавтов, и что это прям со школы надо заниматься этим. Тут я поехала к Юрию Михайловичу Батурину, это летчик-космонавт, который нам преподавал как раз космическую журналистику. Зашла в аудиторию на семинар, и буквально через несколько минут я поняла, что меня стало отпускать, что мне легче и легче, что вот эта апатия, она просто проходит. Я подумала, вот это ключ, просто никогда не надо уходить с своего пути, все-таки жизнь тебя опять к этому привела. Посоветовалась с ним, он не знал про этот проект, но сказал: Настя, участвуй, это по-любому движение, а дальше посмотрим. И в итоге то, чего мы добивались книгой о популяризации вообще космоса, вообще о космосе, Mars One как раз-таки добился этого. Люди очнулись, стали про это читать, интересоваться, и я надеюсь, что сейчас будет все только возрастать интерес, и будут новые какие-то проекты. Я стараюсь как можно больше участвовать, интересоваться и общаться вообще с людьми, кто такие же энтузиасты и волонтеры. А приходится физической подготовкой тоже заниматься? Какие-то условия есть? Я сама сейчас занимаюсь. Mars One еще нам не давал никаких заданий. Это зимой беговые лыжи, это самый здоровый вид спорта, где работают все группы мышц, сердце тоже, и легкие расширяются. То есть вообще супер. А сейчас летом это плавание, наверное, попробую ролики с палками, то есть подобие беговых лыж. А все-таки особенность этого проекта, как невозвращенчество, если бы изначально 100% этот проект гарантировал, что он будет реализован, вот все-таки решение о том, что хочется лететь в одну сторону без шансов возвратиться на Землю, оно вот было бы принято или нет? И до сих пор оно принято? То есть, когда это станет настолько реальным, что это почти 100% будет? Конечно, когда я подавала заявку, я не знала, что, во-первых, я стану публичной личностью. Я подавала, потому что действительно это был единственным, и есть у нас в данный момент единственный шанс воплотить свою мечту, это полететь в космос. И да, это сложно, это страшно, но во-первых, это не так, что я умру, грубо говоря. У нас там будет связь, 20 минут задержка. Да. Вот. Плюс мы будем строить новое государство, будем открыть целую новую планету. Мне кажется, это замечательно. Некоторые люди живут здесь на Земле, общаются с 3 людьми и не выходят толком из дома. Чем это не лучше или не хуже? А оценки, кстати, делались продолжительности жизни при планируемой системе защиты? То есть насколько она сократится? Да. Радиация, конечно же, первый такой момент, который будет опасен для жизни, но сейчас ведутся разработки. Вот просто тяжело сейчас что-то говорить, потому что, опять-таки, даже ракета еще не построена для того, чтобы нас туда доставить.
Хочется верить, что сейчас все активизируется. Ну, по крайней мере, подписаны контракты с SpaceX, с Lockheed Martin. То есть для меня это показатель, что пока это не мыльный пузырь и там, не какой-то развод, а что действительно по крайней мере, серьезно. люди верят в это, кто делает и пытается. Да. А дальше посмотрим. Может быть, государства очнутся, может быть, какие-то компании крупные, их заинтересует и пойдет развитие. А какая динамика уменьшения количества людей, претендентов с каждым туром? Да, вот вначале было 200 тысяч, потом, да, по всему миру, потом 1058, и вот сейчас последний был отбор 706. То есть 1058, ну так не очень резко снизилось. Да, но вот будет еще один отбор. Следующий, это нужно будет, будет интервью с организаторами на английском языке, естественно, где надо проявить все свои способности, ум, харизматичность, и дальше, мне кажется, больше половины, наверное, да. То есть окончательные цифры точно нет? Обещают, что 24 человека в 2015 году. И мы потом переезжаем все на базу, где мы будем учиться тренироваться. Химия, физика, хирургия, земледелие, физическая подготовка. То есть мы должны будем знать все, чтобы там выжить. Мы не сможем вызвать механика или доктора. То есть все на наших... Потому что экипаж будет из 4 человек состоять. Все на нас. Поэтому, конечно, это колоссальная возможность погрузиться в эту сферу, как-то приблизиться к этому. Вот мы как раз вчера обсуждали с Диминым участием, с ребятами. Мы хотим сделать осенью в ноябре выезд предварительный, астрономический метеоритный выезд на Красное море, то есть более простой, когда люди просто в отелях разместятся, лекции будут ребята читать, потому что они мастера, действительно, уже много поездок у них было. А 2 или 3 дня на пробу я свожу людей в пустыню. То есть, как я это вижу, как я это делаю. Сегодня будет фильм про это, вот как раз даже фрагмент. Рассказать, там уникальная совершенно запись у нас получилась, что я нашел метеорит достаточно уникальный, пока он полностью уникальный. Он относится к группе известной, распространенной, но рядом свойств совершенно отличается от того, что в нем должно быть. И посмотрим, как люди реагируют, потому что это действительно требует превозмочь усталость, идти, когда у тебя стерты ноги. Это очень показательная история, она сегодня не будет до конца отражена, да? Не будет, да, так про ноги? Ребята шли там со мной навстречу в пустыне с камерой, и Дима впервые надел сапоги невиношенные. И за километр полностью стер ноги. Когда мы встретились, он уже не мог ходить, а у меня были пластыри подготовленные, то есть я был далеко не первый раз в таких условиях, и вся оснастка была. Мы ему заклеили все и пошли, и нашли вот этот уникальный метеорит. При других бы обстоятельствах, если не было пластыря, мы бы его не нашли и, может быть, впоследствии не нашли. Так что все действительно удивительно. А потом мы планируем где-то в марте-апреле по другому формату, о котором я давно мечтаю, что нас египетские любители астрономии, там очень, кстати, это развито, вывезут в пустыню, в удаленную, оставят с провиантом, с водой на 7, там, допустим, дней, уедут, будет с ним, конечно, связь, и ночью те, кто больше хочет наблюдать, будут наблюдать небо с телескопами, а днем ходить радиальный маршрут, искать метеориты. Вот. И я считаю, что немножечко это смоделирует ту вот марсианскую ситуацию. Мы будем на связи, да, если, дай бог, что-то получится в этом направлении. Надо мне тренироваться к аскетическим условиям жизни. Нет, это бесспорно, и пустыня действительно приучает. Вот это, я заметил, когда мы ездили на джипах, но останавливались на ночевке в местах, где когда-то кипела древняя жизнь. Это были в открытой пустыне в Сахаре, какие-то черепки, орудия неолитические. То есть куча поколений здесь жило, когда условия были более мягкие. Все это умерли люди. Вот это остался этот культурный слой, и здесь вот последние сотни лет никого не было. И вот пребывание, даже ночевка в этом месте, прогулки перед сном, они настолько заряжают, настолько дают вот какой-то внутренний подъем, несопоставимый ни с чем в цивилизованном мире. Вот, и этому надо учиться, потому что прибыв на Марс, мы должны этим Марсом продолжать жизнь, да. а не начинать ненавидеть вот эту вот рутину, вот это вот замкнутое пространство. Конечно. Надо себя испытывать, да. У нас там будет целая планета, которую надо будет исследовать. Я думаю, что за нашу жизнь даже мы не сможем посмотреть все там, поэтому, наверное,
Надеюсь, что не будет прям такой рутины. Конечно, она будет, но с какими-то открытиями. Мне все-таки кажется, что в пещерах Марса можно хотя бы наскальные какие-то рисунки или следы биологической жизни найти. Значит, 36 человек, и сколько в Москве из них? Вот я, еще есть девушка Анна Попенко, она в Химках живет. Еще какие-то мужчины, но они не очень активные, поэтому я не видела даже интервью с ними. Такой пока нет. Да. Есть из Воронежа Артем Гончаров, тоже хороший участник. Он молодой, ему 22. Понял. Так что, да. Он как раз организовал первую встречу, когда приезжал основатель Mars One Bus в декабре. И вот я там познакомилась как раз-таки с Сашей Хохловым, если вы его знаете, и с Сашей Ли, который редактор «Новости космонавтики», там тоже был. Какая вероятность, что все будет доведено? Ну, к сожалению, я не ученый, да, и у меня даже нет технического образования, чтобы действительно адекватно оценивать. Но, как любой мечтатель, энтузиаст, вера должна оставаться до конца. И часто вера помогала людям достигать невозможного. Поэтому на данный момент я считаю, что все получится.